Добрый день! С вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Это третья часть мастер-класса по вязанию бычка Лютика. У нас уже подготовлены все детали для него. А сегодня мы сделаем сборку и полностью закончим с игрушкой. Сначала займемся носом. Присоединим его английскими булавками к телу, так чтобы нижняя граница проходила по краю коричневой части, и ступенька перехода от одного цвета к другому была спрятана. Набивать наполнителем будем в самом конце пришивания для удобства. А пришивать будем следующим образом. Захватываем петельку тела и петельку последнего ряда носа. Натягиваем ниточку и повторяем так до тех пор, пока не пришьем всю деталь. Теперь приостанавливаемся и набиваем деталь наполнителем. Вот я набила носик наполнителем. Ну и продолжаем пришивать. В конце делаем узелочек и прячем ниточки внутри детали. Носик пришит. Теперь давайте сразу вышьем ноздри бычку коричневой пряжей. Натянем кончики, чтобы образовалась небольшая утяжка в районе ноздрей. Сделаем 2 узелочка. И спрячем ниточки внутри детали. Ноздри вышиты. Далее необходимо приклеить глазки. Наполняем полости глаз клеем. И приклеиваем их над носом близко друг к другу. Теперь необходимо дождаться, когда клей полностью высохнет.
Дальше займемся рогами. Присоединим их английскими булавками на расстоянии 4-5 рядов от коричневой границы по бокам, симметрично относительно глаз. Пришиваем так же, как и носик. Захватываем петельки тела и петельки последнего ряда рогов. Натягиваем нить и действуем так по кругу. Один рог пришит. В парных деталях я хвостики закрепляю и прячу только после того, как пришью две детали и проверю их на симметричность, чтобы не было сложности с перешиванием, если я сделаю что-то не так. Поэтому хвостик не закрепляю и не прячу пока, а пришиваю второй рог точно так же. Второй рог я пришила. Теперь проверим. Если нас все устраивает, можно делать узелочки и прятать хвостики внутри деталей. Теперь подогнем их немного к центру. С рогами закончили. Дальше займемся ушками. Ушки имеют по 2 хвостика, поэтому присоединять их будем с помощью крючка. Находим место, где они будут располагаться. Это на 2 рядочка ниже рогов. Вводим сюда крючок, захватываем один хвостик, задний желательно, и выводим его. Дальше завязываем 2 хвостика на 2 узелочка и прячем их внутри тела с помощью иглы. Точно так же присоединяем второе ушко. Вот мы и присоединили 2 ушка. Ну и теперь самый сложный и ответственный момент
ножки. Отрезаем 2 куска провода, каждый из них должен быть в 3 раза длиннее ножки. 1, 2, 3. У меня получилось по 11 сантиметров. Дальше вставляем их в тело. Можете это сделать так, как вам больше нравится, а можете повторить за мной. Передний каркас вставлен между 5 и 6 рядами ниже носа, а задний на расстоянии 11 рядов от передних. Между ножками у меня по 10 петелек. Далее сгибаем провод и надеваем ножки. Обязательно проверьте бычка на устойчивость и ножки на симметричность. Только после этого можно пришивать. Делаем это так же, как пришивали рога и нос. Вставляем хвостик в иглу и начинаем. Ну вот что у меня в итоге получилось. Все 4 ножки я пришила. Теперь мой бычок стоит устойчиво и ровно. Дальше сделаем хвостик. Отрежем 6 ниточек коричневого цвета длиной примерно по 15 сантиметров и с помощью крючка присоединим их к попке бычка. Дальше сплетем косичку, перевяжем ее и подровняем ножницами. Хвостик готов. Займемся колечком. Возьмем кольцо, разрежем его и вставим в нос ниже ноздрей. Далее склеим разрез и когда он высохнет, спрячем его внутрь носа. Вот что получилось. Ну и осталось нам только оформить челку. Берем наш мех, наносим клей. И приклеиваем между рогов. Опять дожидаемся полного высыхания клея. Теперь такую челку можно как угодно уложить с помощью лака для волос.
делайте это так, как вам больше нравится. Ну вот мы и закончили. Такой оригинальный бычок у нас получился. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!